крушение самолета Embraer в Казахстане. Понятно, что такие катастрофы, они сопровождаются появлением огромного количества версий, особенно как только происходит то или иное происшествие, та или иная трагедия или крушение. Скажем так, какую версию вы рассматриваете как главную и как основную сегодня? Ну, очень-очень похоже на то, что действительно самолет подвергся атаке средств ПВО. Очень похоже. Я не знаю, для того, чтобы опровергнуть эту версию, много чего должно быть представлено убедительно. Тут благо, что, знаете, самолет все-таки сумел упасть именно в Октаву, но не полностью развалиться и сгореть, а остались еще часть пассажиров, часть экипажа. Вот. Те фотографии, которые мы видели, и свидетельства, которые, видеосвидетельства, не забываем, что у нас 21 век, все с девайсами, все с телефонами, ну, в общем, дают основания говорить о том, что самолет действительно могли обстрелять. Вот. Тут можно уже дальше додумывать по глупости, по дезориентации какой-то и так далее. Это уже следствие разберется. Но вот объективные доказательства, да, объективная сторона, она свидетельствует о том, что атака была именно того характера, что с земли, видимо, обстреляли, поскольку вот следы шрапнели на фюзеляже. И вот изнутри я посмотрел видео, где уже люди с масками сброшенными кислородными, там очень похоже, что были повреждения самолета уже даже и внутри после этого обстрела. Если бы самолет, повторяю, упал бы в море, либо взорвался, упал бы на территории Чеченской Республики, то, скорее всего, мы бы этого ничего не увидели, следы бы замели. За счет того, что это был район Актау, это Казахстан, вот тут им сложно было бы как-то это, в общем, попытаться замять, как-то попытаться вывести на другую версию. Похоже, что очень похоже на то, что действительно под этим есть основания. Опять же, необходимо следствие, плюс Азербайджану нет никакого мотива это замалчивать. Люди погибшие, родственники, там, наверняка граждане Азербайджана, это иностранные граждане, будут добиваться именно этой правды. Понимаете, какие тут последствия? Я допускаю, что могут быть и другие причины, другие версии, но вот то, что я вижу, я не очень понимаю, как это может комплектоваться с там, птицы ли попали в двигатель, или кислородный баллон взорвался, еще что-то. Видимо, после повреждений самолета он еще какое-то время летел. А что же там происходило тогда? Да? Вот. Какие последствия? Ну, для Чечни это точно болезненно будет очень, потому что мы видели, как Кадыров вышибал для, собственно говоря, Чечни вот эти панцири для того, чтобы бороться с дронами, которые прилетают к нему, действительно прилетают на территории Чеченской Республики украинскими дронами. Понимаете, будут требовать большой компенсации материальной. Вот она будет гигантская. Это не значит, что это проблема для Москвы, она ее заплатит, но это будут и родственники требовать, и пострадавшие, и авиакомпании, и так далее. И ставится будет серьезный вопрос вообще, насколько безопасно воздушное пространство Российской Федерации. Можно ли вообще самолетом летать любым туда? Ну, европейские-то не летают авиакомпании, а другие-то летают. А насколько это безопасно лететь-то вообще в Россию, если там происходят вот такие вещи, понимаете? Ну, воздушное пространство Украины тоже, оно же закрыто, туда никто не летает, вообще самолетов нет. А в России, как ни в чем не бывало, все, летают самолеты из Азии, там, с Востока и так далее. Иностранные, прежде всего. Я уж не говорю про авиасообщения внутренние. Так что последствия будут значительными, я бы сказал. Могут быть значительными, вот так скажем. Тогда я немножко к другой теме хотел перейти. Вот вы Чечню упомянули, и в последнее время мы видим, что и Рамзан Кадыров в инфополе появляется все чаще и чаще, то с историей Wildberries, то с какими-то своими очередными заявлениями или награждениями своих сыновей. Тут все понятно. Но также мы видим, что и Чечню стали чаще атаковать дроны, украинские дроны. И вот, на ваш взгляд, почему
Вот такую цель для атаки выбрали украинцы в виде Грозного, в виде Рамзана Кадырова. Опять же, мотив, он политический или, я не знаю, какой-то военно-стратегический? Ну, я бы сказал, что украинцы, вообще говоря, разные цели выбирают. Нельзя сказать, что вот только единственно по Чеченской Республике, по Грозному летают БПЛА. Я бы так не сказал. Другое дело, что, ну, прямо скажем, во-первых, из Чечни и родом батальона Ахмат, да, который, собственно, воюет и в Курской области, и, видимо, какие-то его подразделения находятся на линии фронта в Украине. Так что здесь уже основания есть. У него уже один из дронов прилетал в Академию спецназа, ну, там, группу дронов и так далее. То есть это совершенно военная цель, точно, потому что удары по таким мишеням – это, в общем, война. Да? Это военный ответ на действия соединений из Чечни. Это во-первых. А во-вторых, сам Кадыров, человек, который стоял много зачем в отношении Украины, да, там пленные, как он говорит, у него какие-то находятся. Сам он стоял за попытками убийства Зеленского, об этом писала американская пресса, ну, правда, в 2022 году, сейчас не знаю, предпринимает ли он такие попытки. Ну и понятно, какую роль играл Кадыров публичную, он все время там брал на себя какие-то невероятные цели по захвату Украины, Киева и так далее. Ну вот это ответ на его эту активность, безусловно, и публичную, и военную, и другую. Ну и вообще такая фигура знаковая, Кадыров. Ну что там говорить, он же пытается позиционировать себя как чуть ли не один из военно-политических руководителей России. Роль-то его значима именно в этой иерархии, поскольку он личное доверенное лицо Путина, Чечня особое место. Вот. И все, раз ты такой активный, ну, все, значит, к тебе будут дроны прилетать. Поэтому имеет ли это целью попасть, там, я не знаю, в резиденцию Кадырова? Видимо, она защищена как-то. Сейчас это сложно сделать. В Грозном там это огромный комплекс зданий и так далее, и вот так просто его там не достать. Я даже думаю, что он какое-то безопасное место выбрал. У него наверняка такое есть тоже, которое, в общем, может быть и недоступно для ударов именно таких дистанционных средств. Но обоснование здесь именно то, чтобы нанести ему максимальный урон. Плюс, ну вот скажем так, Александр, смотрите, Кадыров периодически испытывает разные проблемы во взаимоотношениях с федеральной властью, отдельными элементами. Я, как раньше, считаю, что они никогда не сказывались на его положении при Путине, а это главное, это определяет все, а не его название должности президент Чечни. Он мог называться президентом Луны, это ничего бы не меняло. То есть в данном случае речь идет именно о его позиции как лица близкого Путину. Да? Ну, Путин его держит на очень короткой дистанции. То да, может быть, на этом Украина играет, а давайте попытаемся создать ему проблем. И слушайте, ведь и создали. Создать ему проблем, чтобы ему еще сложнее было в этой системе власти в России. Вот он теперь, возможно, будучи и не сам, сидя за этими панцирями, будет отвечать за то, что он такую головную боль создал со сбитым самолетом. А почему нет? То есть это могло и специально быть, чтобы он где-то ошибся. Вот. А уж какие они там стрелки ПВО, я не знаю, сидят ли это чеченские подразделения за эти панциры, скорее всего, нет. Все равно это какие-то военнослужащие российской армии, которые являются специалистами по работе такого рода систем. Скорее всего, я опять же не знаю. Вот, я бы удивился, если бы просто так взяли, передали панцири, и они там сами ими пуляли куда хотели. Все-таки, наверное, люди сидят. Но все равно ответственность известную сам Кадыров будет нести за то, что произошло. И это создает напряжение, которое Украине выгодно. Чем больше геморроя внутри России, у российских руководителей в взаимоотношениях с центром, спецслужбами, армией и так далее, тем лучше это и политические последствия имеет. Так что здесь многоцелевая задача обстрелов Чечни и Грозного, я бы сказал.
Мгм. Ну, тогда я перед Новым годом не буду просить вас давать прогнозы, но спрошу немножко иначе. За какими сюжетами в 2025 году вы будете следить особенно внимательно? И, скажем так, судьба Кадырова является ли таким сюжетом? Вы имеете в виду внутриполитический сюжет, внутри России сюжет? Ну, Потому давайте что ограничимся пока внутри России, а потом и поговорим про международный. вы знаете, все-таки, ну, как бы все важно, так сказать, и то, что будет происходить в Курской области, это приоритетом является, да, потому что это внутри России, и последствия имеет именно внутри России. Вот, я хочу специально отметить, я вот тут в конце ноября был там, в Судже, и после моего визита назначили исполняющий обязанности губернатора некого Хинштейна. Не знаю, знаете ли вы такого. Знаем, А знаете, знаем. откуда депутат Государственной Думы несколько раз избирался? Знаете, подряд, вот он откуда избирается, будучи родом из Москвы? Он избирается от Самарской области, от Самары, откуда я родом, и он тесно там взаимодействует по разным вопросам, известным мне, касающимся и меня в том числе. Так что я бы сказал, что тут я вижу зависимость. Мне интересно, куда это все заведет, учитывая и наши, и мои интересы оппозиции в отношении Курской области, и чем там все закончится. Так что поглядим, как там будет сюжет развиваться. В отношении Кадырова, смотрите как. Я могу следить, и это может быть в фокусе интереса, но я знаю, чем это кончится. Ответ – ничем. Кадырова не снимут, это мой прогноз, или если хотите, или мое видение его будущего, потому что по ряду комплексу причин Путин в принципе не откажется от поддержки Кадырова, несмотря на то, что тот последний в силу своей вот специфики, выразимся так, будет постоянно испытывать проблемы, поскольку он берет на себя больше, чем даже такому особенному руководителю, такого особенного региона положено. Он все время хочет вести себя как федеральный руководитель, причем не просто политический, а военный даже. И это, безусловно, и, конечно, раздражает окружение Путина, но это все равно не повлияет на его положение в этой иерархии, не повлияет на его место в качестве руководителя Чеченской Республики, поскольку это личный фаворит Путина, и много на то причин, и причин чистой симпатии всяких разных к семье Кадырова, и истории взаимоотношений, и особенности Чечни, которую он усмиряет по приказу из Москвы, и личных обязанностей Путина. Знаете, мы по сей день считаем, что Немцова, например, того же убили по приказу Путина именно и при посредничестве Кадырова. Понимаете? Ну и многих других. Так что там и личные обязательства какие-то есть. Но за этим сюжетом можно следить, можно не следить, но он предсказуем. Вот. Есть и другие сюжеты, которые бы заслуживали внимания. В целом экономика России очень интересна. Судьба Набиуллиной, например, тоже сюжет, который в следующем году, в самое ближайшее его время, там, не знаю, первом квартале-полугодии, тоже будет интересно, как он будет развиваться. Вот. Наличие на российской территории северокорейских военнослужащих, как быстро их истребят в Курской области, и как это скажется на последующих действиях Пхеньяна, будет ли он дальше посылать военнослужащих. Вот такие сюжеты, я бы сказал, основные я выделил, хотя есть и другие, не менее интересные. Тогда давайте, может быть, чуть детальнее поговорим про другие ключевые моменты, которые касаются в первую очередь оппозиционные медиа, я так понимаю, вас напрямую касается, это блокировка Ютуба, замедление Ютуба, по-разному это называют, но мы сейчас видим как будто бы уже такую финальную фазу, хотя наверняка в Роскомнадзоре могут еще какие-то предложить варианты и усилить эти самые блокировки. Прежде всего, что говорят ваши зрители, что говорят цифры у вас на канале, насколько сильно чувствуется эта блокировка? Вы знаете, о том, что Москва имеет цель избавиться от YouTube на своей территории как видеохостинга, начал говорить еще много-много лет назад. И, знаете, многим не верилось. Вот в России я видел, как менялась позиция моих зрителей. Они говорили, что вы преувеличиваете, что в Москве это не надо, они и без того контролируют ситуацию, что информпространство, значит, это абсолютная монополия власти, что справедливо, все правильно, они его контролируют. Но нужно понимать природу, специфику этой власти, чтобы как бы осознавать, что она действует по определенному лекалу создания модели взаимоотношений с обществом. В этой модели взаимоотношений не должно быть ни одного
источника информации неподконтрольного или существующего рядом, который бы сама эта власть на него не влияла. Ну нет, не может такого быть. Ровно поэтому в советской тоталитарной системе глушили иностранные голоса, боролись там с самоиздатом и тому подобное. За это сажали, за это преследовали и так далее. Ровно по той же причине. Монополия на информационную политику. Вообще, так сказать, пропаганда должна заменить информацию. Не должно быть никакой информации. Должна быть только пропаганда. Именно так можно дальше перепрошивать население, держать его под контролем. И это, в конечном итоге, контроль самой власти, понимаете? Они, в общем, ничего нового не изобретают. Просто стало все сложнее в технологический век, поскольку люди, у всех девайсы, это 21 век, это тебе не совок 70-х или 60-х. Люди имеют массу возможностей обмена и так далее. Поэтому видеохостинг – это как отдельный телевизор у каждого в маленьком приборе, который у каждого есть. Это 21 век такой. И поэтому борьба с ним, это как борьба лудитов или там борьба с правыми машинами, да, в свое время. Но все равно они это делают. И даже это затратно, и даже это в ущерб приносит огромный. Они будут это делать, потому что они держатся этого лекала. Они стремятся к полной, тотальной монополии информационной, может быть, даже недостижимой в новых условиях. Да? То есть, но тем не менее. YouTube они просто-напросто долго готовили к блокировке. Это даже не просто замедление, это учения проводили, совещания бесконечно. Вот недавно заходили, Кириенко, кстати, занимается YouTube, как первый зам главы администрации. То есть, они делали все для того, чтобы хорошо подготовиться, конечно, уменьшить издержки от закрытия. Они альтернативу создавали. Сын Кириенко, там, ВК, по-моему, да, он возглавляет, там, они Рутюб создали и так далее. То есть, по всем признакам было понятно, что они рано или поздно его просто закроют. Вот теми средствами, имеющимися, которые у них есть. Да. Понятно, что они где-то преодолевают через VPN загрузку этого видеохостинга, где-то плохо работает система, не дотягивается. В некоторых местах провайдеры не могут это осуществить. Где-то дырки в системе. Это так же, как вот с глушилками, которые на 13-16 волне FM можно было слушать, и то тоже не везде, кстати. Приемники в таком диапазоне, они просто не продавались в Советском Союзе, и можно было через них слушать западные радиостанции. Вот. Их там, эту волну укорачивали и делали умельцы уже действующих приемов, спидола, там такие были всякие, я, конечно, не помню, какой у меня маяк что был. Вот. То же самое и здесь. Мы видим ту же совершенно деятельность власти по контролю и вот прикручиванию Ютуба и так далее. Мои зрители пишут, что да, резко начали писать, это причем в момент пресс-конференции Путина произошло, что там просто-напросто начали отрубать. И мы увидели на следующий, по-моему, день или в этот падение трафика на 20%. Он продолжает падать. То есть, да, через VPN, те, у кого этот VPN есть, они смотрят, но это в разы меньше тех людей, которые, не имея проблем, просто-напросто смотрели YouTube в Российской Федерации. Вот. Они продолжат это делать и доведут до нуля, что называется. Я как бы имею в виду, что YouTube работать в России не будет. Вот это нужно принять как позицию, понимаете? Так же, как и закроют выезд из России. Вот это тоже надо понять, что на это идут свои уже подготовительные деятельности, как это все осуществить, и будут выездные визы с АВИРом, как это в советские годы было. Просто, отнесите мои слова в банк, положите в сейф, получайте проценты. Это неизбежный, фатальный ход событий, понимаете? Это не мои допущения, это так работает система. Она по-другому не может, она должна все прикрутить, она должна все контролировать. Я своим зрителям на моем канале дал тот выход, что я прямые эфиры веду через телеграм-канал, который пока еще там видео платформы есть, и прямые эфиры у меня выходят там. У меня есть приложение в смартфон, для смартфона Фейгин Лайф. Там есть и подкасты. В одном месте можно смотреть видеозаписи эфиров, но это не прямые эфиры. Вот. Но все-таки человек по окончании может сразу же смотреть эфир. Там тоже не без проблем. Там масса у меня проблем с загрузкой, потому что нужно загружать видео, минуя
YouTube, чтобы люди имели возможность смотреть прямо в приложении. Это вот создает некоторые проблемы. Периодически люди жалуются, что то виснет, то короткие видео, но все равно мы это делаем. Далее я вот в Твиттере, который бывший Твиттер, ныне сеть X, тоже веду прямые трансляции, хотя он тоже в России заблокирован, но через VPN его может быть чуть легче смотреть, он полегче сам Твиттер, чем YouTube загружать, и поэтому там, конечно, и ниже качество, но, тем не менее, люди некоторые смотрят и там. То есть нужно диверсифицировать, я считаю, российскому политическому сегменту, блогингу, ну, который все в основном за границей, свободному обмену этому способствующему информации, диверсифицировать возможности просмотра контента. Нужно давать людям возможность лазеек, чтобы они могли разными способами получать вот этот видеоконтент. Я считаю так. Поэтому ничем хорошим я обрадовать не могу. В 2025 году они эту деятельность завершат, что очень логично. И продолжим бороться с VPN-ами, да. Вот с VPN-ами они действительно им непросто, но они это делать будут. Они будут и блокировать VPN-ы, они будут преследовать людей, пользующихся VPN-ами, они будут работать с провайдерами, работать со всеми, кто может, чтобы и те, в свою очередь, занимались деятельностью по блокировке VPN-ов любых. Вот. VPN будут снова создаваться, они будут блокировать. Ну, в общем, знаете, как в анекдоте, значит, за счет этого я и живу, навара от яиц. Поэтому всем хорошо. Они вот тратят бюджетные деньги на это. Роскомнадзор, там, производные от него структуры, подрядчики разные, так сказать, айтишные и так далее. Все будут этим заниматься. Это неизбежно, неотвратимо. Звучит грустно, печально, но, наверное, такая, так сказать, сыворотка трезвого взгляда необходимо, особенно перед 2025 годом. Действительно, все тенденции к тому, что YouTube будет и дальше блокироваться, они все на это указывают. Тогда я с другой стороны зайду, вы уже Кириенко упомянули, но если посмотреть чуть-чуть шире, может быть, расширить список людей, кому это в первую очередь выгодно. Вот вы как на этот вопрос отвечаете? Нет, ну понимаете, это не то, чтобы кому-то конкретно, это системе выгодно, потому что, ну вот смотрите, мы вот с вами сидим сейчас, вещаем, а параллельно идут какие-то вот пропагандистские эфиры, в которых там участвуют эти полоумные их ведущие, вот, что нормой считается, вот какие-то Соловьёвы, Хреновы, там кто, Симоньян, Шманьян, вот, это выдается за норму, то, что они говорят, это как бы достоверная информация, ну и все дальше, понимаете, по тому же кругу. Любое свободное слово подтачивает это. Вот как бы, что бы ни говорили, при том, что я считаю, большинство населения реально, в общем, упало в поддержку Путина и войны, это мое мнение, с ним можно спорить, оно дискутабельное, окей, вопросов нет. Но даже в этих условиях, я просто помню советскую жизнь, понимаете, там тоже ведь большинство поддерживало. Но только она так поддерживала, что когда власть советская рухнула, ни один за нее не вышел. Вот это приблизительно вот так работает. Если завтра не станет Путина и все это рухнет, ни один не встанет с дивана и будет с хохмой, значит, издеваться, а потом поддерживать новую власть. Ну, так вот в России устроено. Так вот, действительно, они не могут допустить, чтобы существовала среда, причем обширная среда, она несопоставима в советские годы, извините меня, вещания не было такого охвата и масштаба, и точно не было такого телевидения, условно говоря, в маленьком приборчике, понимаете. А радиоголоса – это там худший вариант подкастов был, то, что существовало. Потому что сейчас подкастов вы не сравните ни по количеству, ни по даже вариантам, так сказать, каким-то темам, разнообразию ведущих, все это было гораздо скромнее, но все равно, еще раз, цели остаются те же. Ни в коем случае не дать свободному слову дойти до конкретного слушателя, зрителя, понимаете? Он не должен это увидеть. Ну, а видеоизображение, визуализация, она всегда производит большее впечатление. Почему, собственно, слушать, это тоже имеет свой эффект, вот. Но когда ты видишь даже, в общем, некрасивых гостей, типа меня, то все равно это на тебя производит больший эффект, вы понимаете? Все равно ты сильнее погружаешься в это. Ты начинаешь задумываться над содержанием того, что эти люди говорят. Власть этого не может позволить.
просто не может себе этого позволить, поскольку, ну, понимаете, король голый – это известная история, при которой находится один хотя бы, кто говорит, как оно есть все на самом деле. И вдруг в какой-то момент, для этого должны сложиться обстоятельства, эта правда становится всеобщей. Поэтому, естественно, любые возможности того, чтобы это слово дошло до конечного зрителя, они должны блокироваться. Потом, понимаете как, есть еще такой момент нездешности, что ли, другой жизни. Понимаете, когда вот люди из Вильнюса или из Парижа или из Вашингтона и так далее рассказывают оттуда, как на самом деле все выглядит. И учитывая, что времена-то менялись за эти там, четверть века, и люди все равно, как бы там ни было, они в ту жизнь заглянули. Они понимают, что все, что им рассказывают про этот гниющий Запад, я вот с ужасом наблюдаю, как это все повторяется, как это было в поздний совок с рассказами о том, что скоро-скоро социалистическая революция в Америке произойдет. Ну и вообще весь ряд, который вытекает из этого. А все равно люди это посмотрели, это вкусили. Еще где-то эта возможность есть сейчас. Ну, все равно несколько процентов они постоянно передвигаются за пределы Российской Федерации. У них возникает ощущение, что вот такие люди, находящиеся оттуда, там, где-то за рубежом, они обладают каким-то, ну, некой особой степенью знаний и большей степенью доверия к этому знанию, понимаете? Они рассказывают в том числе и о жизни, которой живут сами. Если мы вещали в подполье, там, какой-нибудь радиостанции в землянке в Сибири, то это было по-другому воспринималось, нежели вы, значит, там, бродя по Вильнюсу, вечером рассказываете о том, что там происходит, или вокруг вас происходит, неважно, касающееся России, по Вашингтону, Парижу, Лондону, Берлину и так далее. Вот тут есть такой некий элемент повышающегося доверия или зависти, если хотите, к тому, что люди понимают, что находясь в условиях свободного мира, эти могут себе позволить больше. И возникает, ну, некое вот желание стилизоваться под это, поверить в это, понимаете, завидовать этому. Это тоже, кстати, влияет, безусловно. А будет по степени закрытости русского общества влиять будет все больше и больше. Тогда я хотел немножко переключиться на другую проблематику. Вот недавно случился разлив нефти в Керченском проливе. Мы видели все эти кадры со слоем, разлив мазута, точнее. Так вот, со слоем этого мазута, который собирают, эти мешки не вывозят МЧС вовремя, в итоге их накрывает еще одним слоем мазута. В общем, какое-то полное проклятие, еще и огромное количество животных, которые погибли, пострадали. И в целом, если обобщать, мы за этот год видели много таких происшествий. Мы видели паводок в Оренбургской области, потом историю с шаманом, который в этой Оренбургской области выступал, и бюджетные деньги решили потратить именно на него. Видели коммунальные аварии в Подмосковье, это было как раз ровно год назад. И вот исходя из всего этого, таких происшествий всегда много случается, ну и каждый раз власть как-то реагирует или не реагирует совсем, или реагирует очень плохо, а Владимир Путин часто даже не выходит и не комментирует это. Как вы думаете, почему российская власть не умеет решать такие проблемы? Она разучилась это делать? Или сейчас это просто настолько неприоритетно, что она даже не обращает внимания и не хочет тратить на это ресурсы? Не, ну все вместе, во-первых. А во-вторых, слушайте, это же последствия технологических проблем, которые испытывает Россия. Ведь недооценено тот факт, что у нас многие технологические процессы, неважно, они связаны с танкерами, там, нефтеналивными или, я не знаю, пожарами на производствах и так далее, связаны с иностранным оборудованием, с техникой эффективной, которая, неважно, которая предотвращает аварии или разного рода происшествия, или же их потом ликвидирует и так далее. Это иностранная техника, понимаете? В России же, ничего технологического-то путного не производят, понимаете? И поэтому сейчас эти проблемы, они нарастают именно в силу больших проблем, именно связанных с санкцией, с дефицитом техники, технологий и так далее. Особенно в чувствительных областях, вот, касающихся нефтяной промышленности, транспортировки нефти и так далее. Мне кажется, здесь просто-напросто, как это часто бывает, в советские годы такое было, когда, значит, ломающиеся детали в иностранном механизме заменяли
кустарным каким-нибудь узлом, деталью и так далее. И все это какое-то время работало, понимаете? Вот тут прикрутил, тут березовым веником, значит, и так далее, еще что-нибудь, болванку какую-нибудь впаял и так далее. Оно какое-то время работает. Оно какое-то время еще может давать результат. А потом все просто рушится. Вот и все. Ну, это не значит, что в один момент случится какой-то коллапс во всей стране, все приборы потухнут или там произойдут все возможные пожары и все происшествия. Нет. Но сама по себе деградация именно технологическая идет в этом направлении. То есть российская власть, государство, оно не в состоянии этого исполнять, хотя и пытается. Весь приоритет, конечно, направлен на замещение такого дефицита в военной области, поскольку это острее, актуально и действительно это главное. Все остальное второстепенное. Они сосредоточены именно на войне. И туда все идет. Они там, я не знаю, французские тепловизоры кружным путем по серым схемам получают, там, авионику какую-нибудь и так далее. Все это главный приоритет. А думать о каких-то танкерах нефтеналивных или каких-то производствах промышленных, других, где необходимо, так сказать, заменять устаревшее оборудование, все стареет вообще, люди умирают, техника умирает и так далее, а этим мало кто озабочен. И поэтому эти вещи происходить будут нарастать в своем количестве. Ну, чудовищно ли это трагедия? Ну да, на локальном участке чудовищно, да. Ну, а так-то, в принципе, продолжают жить. Ну, умерли дельфинчики, им какая разница? Ну, понимаете, и тут последствия, они не перекрывают потребности. В том смысле, что от того, что вот так происходит, они вдруг не остановят войну, не наладят отношения с Западом и не начнут взаимодействовать по вопросам подобного рода экспорта и импорта и замещения той продукции в исполнении, которая утрачена в связи с войной и санкциями, наложенными на Россию, вот они вдруг начнут все это решать. Не будут они это решать. Пока война не закончится, она не закончится в буквальном смысле не одномоментно, а последствия будут десятилетия на самом деле, и в этой области тоже, в части действий санкций и так далее. Все это будет медленно стагнировать, ухудшаться. Причем я вам хочу сказать, вот давайте конкретную область возьмем. Вот там, я не знаю, Китай пытается поставлять какие-то узлы, запчасти, детали, неважно, нефтяную промышленность, автомобилестроение и так далее. Но уже очевидно, сейчас уже время прошло, что это на порядке более низкое качество, чем то, что предоставляла Европа западная, Америка и так далее. Это точно уже. Это хуже работает, это хуже функционирует и так далее. Ну, просто из-за технологического отставания самого Китая. При том, что там гигантская промышленность, невероятные масштабы и так далее. Да, но все равно это тех проблем, которые стоят перед Россией в части технологического отставания, не решает. Вот это очень важно понять. Не решает. То есть тут нужно только полноценное возвращение к взаимоотношениям с Западом. Вот и все. Ну вот вы упомянули как раз Запад. Я предлагаю немножко расширить беседу до того, что происходит, собственно, на международном уровне. И как будто бы за 23-й год, за 22-й год сложилось такое общее мнение, что Владимир Путин, он изгой, он находится в изоляции. И как будто бы в 24-м году, может быть, российской пропаганде, может, отдельными какими-то заявлениями, какими-то саммитами и так далее удалось, как будто создать такую картину, что Владимир Путин все-таки не совсем в изоляции. Вот недавно пример Словакии. Фице приезжал встречаться с Путиным. До этого был Виктор Орбан, хотя вряд ли это кого-то могло бы удивить, но, тем не менее, Виктор Орбан приехал. В Казани был саммит БРИКС, о котором рассказывали буквально все пропагандисты все это время, и говорили, вот, посмотрите, какая же изоляция. Вот он, значит, Индия, Китай и так далее. Ну и Северная Корея, так вдобавок можно сказать, она помогает уже не только оружием, но и помогает уже солдатами. Да, то есть такое плотное сотрудничество, конечно, хоть и с такой изоляционистской Северной Кореей. На ваш взгляд, Путин 2024, он уже не изгой или это некая иллюзия, некий имидж? Ну, то, что они бросают гигантские усилия на преодоление этой изоляции, в этом сомнений нет. Путин даже специально ездил, помните, он в Туркменистан ездил, сдался тебе тот Туркменистан. А он был там после Монголии,
для того, чтобы показать, что ордер Международного уголовного суда не действует. Он это показал. Туркменистан там не до конца ратифицировал Римский статут, и тем не менее он побывал в Монголии, которая является полноправным участником Международного уголовного суда, на него распространяется юрисдикция, например, в Туркменистане, хотя вообще визит был пустой, можно было не ездить. Но они понимают, что это надо преодолевать. Даже вот так картинку создавать, что никакой изоляции нет, это нужно. Они в это вкладываются, они это все делают и так далее. А сказать, что это не дает результат, ну как же не дает? Дает результат. Сам Трамп, который пришел к власти, значит, 20-го будет инаугурироваться, говорит о встрече с Путиным. Если уж Трамп собирается встречаться с Путиным, то что ж тогда его игнорировать всем остальным? Хоть Фиц, хоть Орбан, хоть вот Шольц, участвующий в предвыборной кампании, про него была информация, что он собирается ехать в Москву, она была опровергнута. Но сам факт, сама информация вот с этими слухами, а это все-таки тоже свидетельство о том, что либо сама Москва многое делает для того, чтобы эту изоляцию преодолеть, либо процесс действительно сместился в сторону того, что игнорировать Путина они уже не могут и вынуждены действовать с учетом того, что личные встречи и личные контакты с ним возможны. Кстати сказать, одним из условий мира будет отмена вот этого международного ордера Международного суда. Это точно. Это не говорится публично для того, чтобы не акцентировать внимание, чтобы все не сказали, значит, все-таки ты судебного этого ордера боишься, понимаешь, боишься. Но это будет обязательным условием. И вы знаете, если дела будут идти так, как идут, то это не исключено, что будет реализовано. Просто Путин об этом не говорит. Да, сами его окружение, клевреты его не говорят. Но это важно. То есть, безусловно, международный ордер имеет значение для его изоляции. Конечно, имеет тоже. Хотя и сама политическая изоляция, как виновника войны, развязывание этой агрессии в отношении Украины и вообще дестабилизации миропорядка, эта ответственность на Путине лежит, и следствием этого является, в общем, политическая аннигиляция его как руководителя, как субъекта, представляющего Россию и так далее, крупную страну, в общем, 1/9 часть суши на планете. Все-таки понятно, что это не Северная Корея, несопоставимо. Но вот я хочу сказать, что 25-й год, скорее всего, мы увидим встречи на высшем уровне с участием Путина, из которых сложится впечатление, что он эту изоляцию преодолевает. Но он ее преодолевает не исправлением своих же ошибок, а усугублением их, понимаете? Когда ты шантажируешь мир вынужден с тобой общаться для того, чтобы не довести до более худшего. На мой личный взгляд, это не лучший способ решения проблемы, но, тем не менее, к нему прибегают. Звонки Шольца Путину, они не от того, что от хорошей жизни, да, а от желания хоть как-то с этой проблемой справиться. На мой взгляд, это ничего не дает. Вот я лично считаю, что наоборот, нужна не просто изоляция, а полная сегрегация и силовые действия. Но это ладно. Мир такой концепции не держится, они пытаются уговорить. Чем больше ты злодея уговариваешь, как, знаете, в фильме с знаменитым с Майерсом, это «Доктор Зло» там и так далее, который меня убил или что-то, вы не можете его задобрить. Вы не можете доктора Зло задобрить. Так не бывает. Если вы с ним общаетесь, то вы таким образом эту этику делаете всеобщей, да, принятой, что да, так можно, и что там, миллион убил, подумаешь, ерунда какая. Тогда вся ваша этика, международное право, политические правила, традиции летят в тартарары. Мы и не удивлены, потому что человек вообще, в принципе, мало чему учится. И 21 век ему в гуманизации не помог вообще. Сейчас это уже можно констатировать. Все те же обуревают его, невежество, злость, желание убийства. Все то же самое. Человеческая природа не меняется. И технологический век, развитие общества вообще на это не влияет никак. Вообще никак.
Появляются просто новые инструменты для реализации этих, в общем, агрессивных намерений. Но, в общем и целом, да, печально, но Путину, видимо, удастся преодолеть несколько из проблем изоляции. Но, в частности, по ордеру у меня большие сомнения, что все так и останется. Он может решить этот вопрос, разменяв его на какие-то условия мира и так далее, чтобы ордер был отменен. И я не исключаю, что на такое пойдут. Не исключаю. Ну, либо обнулят его по факту, не исполняя его те страны, которые в юрисдикцию Международного уголовного суда входят. Так что вот так. Ну, тогда финальный вопрос задам, естественно, по мирным переговорам, о которых уже много очень говорят и ждут все инаугурации Трампа и вот этих вот обещаний, что он за один день закончит войну. Ну, понятно, что это все просто риторика, ничего к реальности не имеет отношения, но тем не менее, недавно тут спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 году. И вот она начала свое высказывание с такой фразы. Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Вообще, довольно сложно поверить, что у Валентины Матвиенко есть какая-то своя точка зрения, которую она готова высказывать, особенно по таким чувствительным вопросам. Тогда вопрос, к чему эти заявления? Смотрите. Ну, она же член Совета Безопасности, как глава Совета Федерации и так далее. Они это все обсуждают там. Они это обсуждают, как себя вести. Как им и что публично говорить. Установка там следующая. Говорим, изображаем, что мы миротворцы. Страшно хотим мира. Вообще вот спать не можем, есть не можем. Хотим мира во что бы то ни стало. Говорим о том, что да, мирные переговоры возможны. Мы готовы к компромиссу. Вот все так говорите. Все так говорите. А Путин будет говорить как финальную версию. Он, как на большой пресс-конференции, сказал, к переговорам, но на условиях, значит, базы Стамбульских соглашений и ситуации на земле. Ну, что обнуляет вообще все предыдущее сказанное в этой уравнении, понимаете? Но почему это нужно говорить всем, политическому руководству? Понятно, что слышит только Путина на Западе. Ну, что спрашивать Матвиенко? Что она вообще может? Кто она такая? Равно как и отчасти и Медведеву, хоть он и выражает атмосферу, царящую внутри этой среды власти. Да? Когда он говорит о том, что в Пекине на брифинге либо Украина будет с Россией, либо ее вообще не будет. Безусловно, они так все и считают, и Путин так же считает. Но говорить так, да, нельзя, потому что это только в определенных местах можно обозначать это. А в целом надо постоянно говорить о мире, о стремлении к миру, какие они методы. Почему? Потому что ведь Трамп, когда говорил, за один день достигнет мира, что невозможно, конечно, но тем не менее, пусть это как предвыборная риторика звучала, но ведь он говорил другую вещь наряду с этим. Да? Он говорил о том, что я добьюсь мира, а тот, кто от этого мира откажется или будет препятствовать ему, если это будет Украина, то мы прекратим поставки им вооружений, а если это будет Россия, то тогда мы дадим Украине все, что ей нужно для того, чтобы военным путем этой цели добиться. Добьется или нет, это уже другой вопрос. Ну, конечно же, если, не дай бог, Путин сейчас выйдет за это и скажет, нам не нужен никакой мир, будем воевать до конца, дойдем до Киева, всех убьем. Тогда он поставит того же Трампа и союзников в положение, при котором, надо будет немедленно исполнять обещания. То есть, нужно давать томагавки, давать черт знает что, не знаю, атомную бомбу давать. Я утрирую, естественно. Потому что, если война, так война до конца. И в этой ситуации Путин, конечно, стремится избежать, чтобы он выглядел, его власть выглядела противниками мира. Не дай бог, не дай бог. Можно говорить, что они там и по позиционированию своему должны, в общем, изображать миротворчество, чего, конечно, никогда по факту никогда не было. Да? Советская власть, кстати, такая же была. Все время говорили о мире, а сами развязывали войны. Вот. Но Путин в этом смысле не другой, он такой же, он будет говорить о мире, но здесь есть прямая угроза, потому что если ты будешь вести себя как-то иначе, а он с неизбежностью подойдет к моменту, когда, как написал в своем посте Трамп, Владимир, слово за тобой, Украина готова. Но сейчас Трамп еще не инаугурировался, не пришел к руководству в овальном кабинете, и поэтому можно еще эту игру дальше тянуть. Понимаете, какое-то время после инаугурации Трампа и прихода его администрации можно будет еще что-то изображать. Но в какой-то момент ему скажут, ты согласен на демилитаризованную зону или нет? Да или нет?
И вот тут, поскольку он не согласен, никогда на это не пойдет, да, наступит момент истины такой, бифуркация возникнет, вот линия такая, разлома такого, я не знаю. Пока сейчас у них это удается, они продвигают это, они используют агентов для этого своих, Орбана, например, который вот поехал в Мар-а-Лаго во Флориде в резиденцию Трампа и оттуда звонил вроде как после переговоров с Трампом, выступая таким самоназначенным миротворцем, звонил Путину и звонил Зеленскому. Попытался представить, что это Зеленский, противник мира, рождественского перемирия и обмена, а не Путин. Понимаете? Ну, очень неуклюже получилось, но именно такой держится линии московское руководство. Оно везде должно изображать свое стремление к миру. На самом деле они хотят воевать и добиться всех целей в конечном итоге военным путем, потому что это более для них предпочтительный вариант, понимаете, просто победить противника. Ну, собственно, что они и делают, продвигаясь, хоть и медленно, наступая по всей линии фронта на разных чувствительных ее участках в Украине. Так что, в общем и целом, Матвиенко просто производная от установки внутри власти в Кремле и изображает ровно то, что положено изображать. Если надо будет выступать с агрессивными заявлениями и визжать про война до победного конца, она будет это делать. Здесь как бы никакого самостоятельного поведения нет.